Немецкая земля Райнланд-Пфальц очень богата лесами. Ну, считается, это самая лесистая часть Германии. Лесов здесь действительно много. Но здесь не только леса интересные, здесь интересные реки. Вот рядом стою, эта река называется Мозель, знаменитая река. Здесь, в этой части Германии, очень много хорошо сохранившихся замков старинных, средневековых. Наверное, даже правильно сказать, не сохранившихся, а сохраненных немцами. И вот я с удовольствием эти замки посещаю. Этот городок называется Кохем, и он знаменит как раз своим замком. И вот этот город, это его достопримечательность, этот замок, я даже недавно обнаружил, входит в 5 самых интересных, самых красивых, самых посещаемых мест Германии. Правда, чтобы его осмотреть, предстоит довольно тяжелый, такой затяжной подъем. Но ничего страшного, поднимемся, где мы только не поднимались. Прогулка идет по лесу, это здорово. Не жарко, денечек. Хорошо дышится, свежий чистый воздух. Но если уж мы находимся в долине реки Мозель, как же обойтись без виноградников? Именно здесь знаменитые мозельские виноградники, именно здесь делают знаменитое мозельское вино. Буквально все склоны ним тут засажены, в том числе и под замком. Ну вот, коль уж я попал на немецкие виноградники, я, кстати, давно этого хотел и стремился к этому, вот попал наконец-то. Самое время рассказать о том, как они устроены. А устроены они, в принципе, для меня довольно странно. Вот идет склон, он спускается туда вниз к реке, к Мозелю. И виноград посажен вдоль этого склона. Ну, вроде логично было бы сажать поперек, террасами такими. Но здесь он посажен вдоль. Хотя есть участки, где он посажен именно поперек. Я думаю, что здесь люди при посадке винограда ориентируются по сторонам света. Не потому, как склон идет, а именно по сторонам света. Почему? Они сажают его с севера на юг. Именно так виноград по максимуму получает солнце, соответственно, по максимуму получает тепло. Солнце всходит на востоке, проходит по югу и садится на западе. И полностью весь день виноградник освещен. Соответственно, тепла и солнца получает по максимуму. Но у этого региона очень интересная особенность. Здесь, в принципе, не очень жарко, дождливо и, в общем, не очень жарко. Для винограда это не очень хорошо, но местные винограды как раз и получили вот эту вот своеобразную изюминку. Изюминка состоит в том, что из-за того, что тепла мало, виноград кисловатый, в нем мало сахара. И вино, вот это знаменитое мозельское вино, мозельский рислинг, например, именно и славится своей повышенной кислотностью и своеобразным вкусом. Ну и, конечно, земля. Вот земля здесь как раз для него идеальная, для винограда. Камни и глина. Причем глины немного, а в основном камни. Но для винограда это то, что нужно. Вот такая земля. Камни. Ну а теперь, собственно, как это все устроено. Вот по краям ряда закопаны, вбиты вот такие вот из профильного такого материала, довольно толстого, оцинковка какая-то. Вбиты такие столбики с просечками специально для натягивания проволоки. Естественно, есть оттяжка, забит кол внизу.
И этот столбик, на этом столбике натянуты проволоки, на которых, собственно говоря, этот виноград и плетется. Сам куст — это примерно вот такой вот метровой высоты штамп. Я присел, поэтому он короткий, этот штамп. Вот эта верхушка, это голова, и из нее торчат ветки, на которых, собственно говоря, и был урожай. Вот он, урожай, висит до сих пор. Ничего нового для меня и для вас, надеюсь, нет. Но вот это для меня новое. Некоторые ветки, вот таким образом на них висят какие-то специальные штучки. Уж не знаю, что это такое, но на каждом кусте такая штучка висит. Видимо, обозначены какие-то ветки, которые, может, надо оставить. Его не обрезали, еще урожай собрали, но еще не обрезали. Ну да бог с ним. В принципе, формировка обычная для нас. Многие так выращивают. Обычно, когда рассказывают про город Кохем, все ограничивается вот этим великолепным замком на горе. Ну, кто-то покажет домики красивые, старинные, вот эти вот, фахверковые, магазинчики. Обязательно наверняка расскажут вам про вино мозельское. Я вот показал вам, как устроены местные виноградники. Но здесь есть такой интересный объект, который мало почему-то кто показывает, о котором вообще мало кто знает. Но для меня лично объект этот может быть даже интереснее всего остального. Вот он, этот объект, у меня за спиной. Вроде бы домик как домик, но на самом деле это секретный объект времен Холодной войны. Недавно обнаружил, что молодые люди не знают, что такое Холодная война. Ну, вкратце. В начале 60-х годов очень обострились отношения между странами социалистического лагеря, как это называлось, и капиталистическими. Ну или по-другому странами Варшавского договора, это Советский Союз и его союзники, и странами НАТО. Хотя горячих столкновений не было, войны настоящей, но отношения были очень напряженные, поэтому называется Холодная война. И в принципе несколько раз ситуация подходила к тому, что ядерная война могла начаться. Ну, естественно, что во всех странах, в том числе и в западных, была подготовка к этой ядерной войне. Строились подземные сооружения. Я бывал на советских подземных сооружениях, просто циклопических, многоэтажных, глубоко под землей, естественно, в первую очередь предназначенных для сохранения военного потенциала. Там были какие-то хранилища, были заводы, были системы связи подземные, запасные. Естественно, в странах Запада то же самое готовились. И вот здесь был один из интереснейших объектов. Здесь был бункер, где хранились деньги. Дело в том, что на Западе подозревали, что война будет гибридной уже тогда. И помимо ядерного удара какого-то, вполне возможно, что Германию наполнили бы фальшивые деньги. И вот здесь они разместили запас денег. Причем денег не обычных Deutsche Mark, а специально напечатанную серию на 15 миллиардов. 15 миллиардов Deutsche Mark специальной серии. Здесь были в бункере в этом размещены под землей. И они там тщательно, естественно, охранялись. Причем охранники, которые там работали, они не знали, в общем-то, что они даже охраняют. Знало об этом несколько человек в правлении самого Бундесбанка и, естественно, правительства Германии. Раз в полгода 3 человека, у каждого был свой ключ, приезжали сюда, открывали двери и пересчитывали эти самые мешки, ящики с банкнотами. Конечно, каждую купюру не считали, но выборочную проверку проводили. Строили это 2 года. В 1962 году начали и в 1964 году закончили. Конечно, когда строительство началось, у местных начались вопросы. Ну, трудно такое огромное строительство скрыть. Им объяснили, что здесь строится одновременно пансионат и учебный центр для сотрудников Бундесбанка, Федерального банка. Ну, они успокоились, но затем они стали слышать подземные взрывы. Потому что действительно это было подземное сооружение большое. Подземные взрывы. Они, естественно, опять обеспокоились. В Германии граждане имеют право задавать вопросы своему правительству. Им объяснили, что строится подземный бункер на случай ядерной войны. Они снова успокоились, потому что, в общем-то, это дело было обычным.
Вот так этот бункер здесь под землей был построен. Снаружи прикрыт обычными строениями, обычными домиками. Просуществовал он до 1988 года. Почему до такого времени? Ну, дело в том, что дальнейшее существование стало бессмысленным. Копировальная техника настолько сильно продвинулась, что напечатать такие деньги, в общем-то, не составляло уже труда любому. Ну, кто владел, естественно, копировальной техникой хорошей. Поэтому правительство Германии выпустило вообще новую серию денег, уже гораздо лучше защищенных. А эти деньги просто уничтожили. Их пропустили через, как это называется, шредер, ну, в общем, измельчитель, а потом просто сожгли. Так эти деньги пролежали здесь практически 25 лет и ни разу не использовались. Их просто потом уничтожили. Возникает закономерный вопрос, а почему именно в этом месте стали строить вот этот бункер для денег? Дело в том, что эта долина реки Мозель имеет очень сложный рельеф. Это постоянные какие-то горы, постоянные долины. И считалось, что в случае ядерного удара взрывная волна погасится достаточно быстро. Но опять же, комплекс располагался внутри скалы. В принципе, он был практически неуязвим. И очень важный момент состоит в том, что здесь не было каких-то крупных промышленных предприятий, здесь не было каких-то крупных военных объектов, здесь винодельческие комплексы были, есть, ну и, надеюсь, будут. Поэтому считалось маловероятным, что сюда вообще прилетит какая-то ядерная боеголовка. И вот этот комплекс, как я сказал, просуществовал практически 25 лет. Когда необходимость в нем пропала, Федеральный банк долгое время пытался его продать, но покупателей не находилось, пока в 2012 году не нашелся предприниматель некий, который все-таки решил его выкупить. Он интересовался историей этого сооружения, выкупил его, отремонтировал за собственные деньги и открыл в нем музей, который посещают. Видели, что люди на экскурсии есть, и их, в общем-то, немало. Экскурсии каждый час проводятся. К сожалению, в самом городе не увидел никаких указателей, табличек, что здесь есть вот такой интереснейший объект. Ну, я раскопал его своими, так сказать, каналами. Побывал я в нем внутри на экскурсии. К сожалению, видео снимать там нельзя. Погода в Германии очень изменчивая. Пока ходил на экскурсии по бункеру, похолодало, задул холодный ветер, набежали тучи. Но все равно после подземелья очень приятно снова очутиться на свежем воздухе, тем более опять на винограднике. Коль уж скоро мы вспомнили историю, хочу сказать, что эти места во многом обязаны древним римлянам, как это ни странно прозвучит. Примерно 2000 лет тому назад сюда прибыли римские военные, римские войска, и они начали использовать вот эти реки Лан, Рейн, Мозель для своих транспортных целей. Они перевозили войска по ним, они перевозили грузы. Сначала сюда, а потом уже и отсюда. Естественно, что по берегам этих рек они установили свои крепости, свои укрепления, возле которых, естественно, начали селиться люди. Вот эти вот будущие города именно из таких поселений и возникли. Римляне проложили здесь первые дороги, римляне проложили первый водопровод, они принесли сюда календарь, установили сроки, но самое главное, они посадили здесь первые виноградники. И потом отсюда стали возить вот это вино. Хотя климат здесь совершенно не такой, как в Италии, тем не менее местное вино знаменито не то что по всей Европе, а и во всем мире. Дело в том, что большое количество мозельского рислинга экспортируется в Америку. Ну, самое время открыть бутылочку мозельского рислинга и сказать об этом пару слов. Вот обратите внимание, пробки. В Германии вино фасуют в два вида бутылок. У одних вот такая закручивающаяся крышка, а у других обычная стандартная пробка под штопор. Часто можно слышать мнение, что вот вина, которые закрываются вот такими закручивающимися крышками, плохого качества, дешевые вина. Это совсем не так. Это только означает то, что вот такие вина с такими крышками не предназначены для длительного хранения. Вино, закупоренное вот такой пробкой, может храниться годами, десятилетиями. Но зачем это вам нужно? Вы же не князь Голицын, вы же не Массандра, чтобы хранить эти бутылки десятилетиями. Можно просто купить вино, открыть и насладиться его вкусом. Обратите внимание, на некоторых винах, не на всех, на некоторых, сзади на этикетке для начинающих пьяниц есть подробная и полезная информация. Здесь указано, кусочек карты нарисован, написано Мозель Дойчланд. Это значит, что вино произведено именно здесь, в долине реки Мозель. Дальше, название сорта Рислинг.
Дальше трокен. Ну, в переводе с немецкого трокен означает сухое вино. И, наконец, последнее – это рекомендация, с какими блюдами это вино лучше пить. Здесь написано рыба, закуски, свинина. Позвольте дать вам совет от профессионала. Покупайте и пробуйте вино, разное вино. Ищите то вино, которое вам больше всего понравится. И вот когда вы его найдете, это и будет самое лучшее для вас вино. Не слушайте никаких советов. Запах. Плохое вино пахнет затхлым, пахнет бочкой. Хорошего вина запах свежести, запах легкий и приятный. Вкус. Я не дегустатор, я не разбираюсь в этих оттенках, нотках, послевкусиях. То же самое, хорошее вино, белое, сухое, должно быть легким, свежим и приятным. Ну а остальное я вам уже сказал. Выбирайте то вино, которое именно вам больше всего нравится. Это и есть лучшее для вас вино. Ну, наверное, хватит на сегодня. Пора заканчивать. У меня уже скоро поезд, надо возвращаться домой. Всем вам желаю хорошего здоровья и всего доброго.